пане Михайле, знаю, що ви всю ніч не спали, очевидно, дивилися дебати у прямому ефірі. Що скажете? Поділіться своїми враженнями. Ну, бо пишуть, що там у стані демократів паніка і вже готові навіть Байдена замінювати на іншого кандидата в авральному порядку. Ну, не то чтобы готовы, но желают, причем это многие спонсоры именно демократической партии. Это сразу первое, что вот на CNN закончился прямой репортаж, и тут же толпа журналистов, которые там, комментаторов, которые там сидела, тут же закричала: все пропало, вот все республиканцы, все демократы сказали, что пора Байдена менять, но поменять при этом, они сами признают, возможности нет. Единственный шанс поменять там Байдена на кого-то — это если он сам добровольно откажется от участия в выборах. Ну, пока мы этого не наблюдаем. Ну, да, я на самом деле во многом согласен, конечно. Знаете, я, с одной стороны, хочу проявить уважение, конечно, к президенту США, который нам так помогает, чего уж там говорить прям. И очень не хочу вмешиваться в выбор американского народа, поэтому я буду оперировать вот фактами. Факт, что по итогам дебатов 67% зрителей CNN посчитали, что победил Трамп, 33 посчитали, что победил Байден. То есть 2/3 считают, что победил Трамп. При том, что до начала дебатов проводился опрос, как вы думаете, кто победит, и 55% считали, что победит Трамп, 45% считали, что победит Байден. То есть это очевидно, что Трамп превзошел ожидания зрителей, либо же, наверное, Байден, как бы наоборот, не дотянул до ожиданий. Ну, на мой взгляд, конечно, Байден не дотянул до ожиданий зрителей, ну, тех, кто ожидал его победы. Потому что Трамп выступил абсолютно так, как доктор прописал, как говорится. То есть он не сказал ни одного нового тезиса, просто ни одного вообще ничего. Но смог воздержать эмоции. Он смог не начать скандал. Я думаю, что его научили там советники, что ему главное, как Бельгия, понимаете? Вот Украина-Бельгия. Да, Бельгии главное было не пропустить. Вот просто сыграть 0-0, и все хорошо. И это то, что сделал Трамп. Ему главное было не пропустить, и он не пропустил. Он не допустил каких-то ошибок ярких, он не устроил скандалы, не брызгал слюной, не ругался. Это для него достижение. А Байден не смог вот даже до нуля дотянуть, к сожалению. Постоянно ошибался. Причем вот я его слушал, я честно, знаете, у меня такое ощущение было, я же там, не идеально знаю английский. Когда я слушал Байдена, мне все время казалось, что я плохо очень знаю английский, поэтому не понимаю, что он говорит. Но когда начинал говорить Трамп, я понимал, что я таки английский знаю. Это просто Байден говорит так, что понять невозможно. Потому что у него Трамп вторгся в Украину. Там, ну, короче, он постоянно непонятно было, про кого он говорит, что он. Он пришел сюда, а он туда, а этот туда. И это то Путин, то Трамп, то еще кто-то. Ну, власне, дійсно, тривожний дзвіночок той, що в ході виступу публічного президент США просто прізвища, імена плутає, він їх замінює так на якісь асоціативні, і від цього виходить просто каша, і аудиторія не може зрозуміти, до чого веде їхній кандидат, яку думку він хоче висловити. Там, знаете, во-первых, ну, как бы, вот знаете, тут есть одно оправдывающее обстоятельство, что, как говорится, думок, то есть мыслей не было ни одного, ни другого. То есть никто, все мысли, все были известны, все озвучены заранее. Ни один из них не высказал новые мысли во время этого мероприятия. Поэтому ничего страшного, как говорится, не произошло. Вот. Но действительно порядок его речи очень странный. А в какой-то момент он показал себя вообще как Тайсон Фьюри в 9-м раунде бокса, известного с Усиком, потому что он буквально практически завис на канатах. Байден, когда он начал говорить что-то там про здравоохранение, ковид, он вообще сказал, что надо обязательно разрушить систему здравоохранения. Там, в общем, это уже было понятно, что он просто потерялся, вообще не знал, он не помнил, про что он говорит. Это, к сожалению, ужасная была картина. И да, ему не удалось сделать то, что он смог, наверное, за последний год всего однажды. Он в выступлении перед Конгрессом проявился блестящим оратором. Все было очень громко, четко, ярко, эмоционально. Ну, наверное, тогда его покормили каким-то другим овсом. А сейчас вот не покормили, поэтому, к сожалению, Байден в очень плохой форме. От хочу поговорити також стосовно реакції, тому що вранці вийшла стаття на New York Times з дуже таким гучним заголовком «Безладна вистава і панічна вечірка». І от якраз там вони розповідають про те, що дійсно Трамп тримався доволі таки добре, а от серед демократів конкретна паніка. І от пишуть журналісти, що навіть ще в час самих дебатів вже полинули всякі повідомлення і в соціальних мережах, і також ті люди, які працюють із Байденом, почали чатитись між собою, що щось йде не так, і от Байден почуває
почуває себе не дуже. І от що він ось зіткнеться з хвилею якихось закликів Путіна піти у відставку. Так, і тобто дуже багато було повідомлень про те, що Байден на жаль, виглядає набагато гірше, ніж Трамп. І дійсно, ви вже говорили про те, що CNN проводили опитування, власне, серед своїх глядачів. І от 33% вважають, що Байден переміг, але 67% вважають, що переміг Трамп. Але от у Байдена також запитали після, як він себе почуває, і от як він оцінює власний виступ на дебатах. На що він сказав, що у нього, по-перше, у нього є застуда, у нього болить горло, але також він сказав, що я думаю, що ми зробили все добре. І от відповідаючи вже на запитання про занепокоєння демократії, про те, що вони зараз мають такі трохи доволі різні думки, сказав Байден, що він не буде виходити із перегонів. Сказав ні, тобто, принаймні, це було от відразу після дебатів. І також додав, що важко сперечатися з брехуном, бо, мовляв, Трамп за час дебатів збрехав 26 разів. Але все ж таки, як би там не було, дійсно такі думки серед демократів зараз дуже поширені про те, що Байден не в формі і потрібно його замінити. І от є ще час на цю заміну. А наскільки взагалі реально, що демократи таки до цього дійдуть, і наскільки реально, що Байден може відмовитися від свого кандидатства у президенти, і чим це може обернутися загалом для демократів, чи мають тоді вони більший шанс на перемогу? Дело в том, что, как вы сами слышали от Байдена после, по результату, у него все слабо сейчас с самокритикой, то есть он сам-то не способен оценить свое состояние. Так бывает, да? Я думаю, что некоторые боксеры, если продолжать аналогию с Тайсоном Фьюри, наверное, вы часто видели, как боксер кричит судье, рефери, что я буду продолжать бой, а судья останавливает бой, понимая, что боксер шатается и ничего не соображает. Вот Байден, он похож, к сожалению, на человека в таком состоянии. По крайней мере, это сегодняшнее его выступление выглядело именно как выступление человека вот в таком именно состоянии. И поэтому я не думаю, пока на настоящий момент, не думаю, что он способен взять и добровольно уйти в отставку из этой гонки. Тем более, вы знаете, да, что он же заявлял очень интересную вещь. Он сказал, что я выдвигаюсь по единственной причине. Я выдвигаюсь только потому, что именно я могу победить Трампа, а другой никто не может. Говорит, если бы Трамп не пошел на выборы, я бы тоже не пошел на выборы. Такое говорил Байден. И у него, опять-таки, откуда-то уверенность, что именно он способен Трампа победить. При этом, вот знаете, если посмотреть на рейтинги до вот этого состязания, которое, кстати, совершенно не всегда отражается так уж прям немедленно на рейтингах, то буквально вчера, я смотрел, было 46-46 у них по стране. Вот. Но есть спорные штаты. То есть вот в спорных штатах пока выигрывает Трамп. Поэтому если бы провели выборы вчера, то до дебатов, то Трамп бы в целом победил именно через коллегию выборщиков. То есть за него проголосовало бы такое же количество людей, как за Байдена, но вот в это, учитывая всю эту сложность американской избирательной системы, победил бы Трамп. Ну вы знаете, поверить в то, что Байден встанет и уйдет, так сказать, добровольно с этого всего, очень мне трудно. Это будет сенсация. Сенсации, однако, иногда в мире случаются. Чи вважаєте ви ситуацію демократів безнадійною або такою, що дуже ускладнилася після цих дебатів? Знову ж таки, чи справді дебати як інструмент впливу на думку аудиторії будуть мати вагу, зокрема ці дебати, чи будуть вони якимось вирішальним чинником? Ну і як команда Байдена зараз може ситуацію переламати на свою користь? Що уся надія тепер, як то прийнято казати, на мудрість американського, великого американського народу, американської нації и выборцы? Нет, давайте так. Вот если мы рассматриваем вариант под названием, что эти оба кандидата доходят до выборов, то есть никто никуда не уходит в отставку, никто никого не заменяет, а вот Байден-Трамп, третий тур, кстати, да, помните, Путин говорил, что не бывает третьего тура про наши выборы. А вот у них третий тур, потому что третий раз, значит, они будут состязаться, да, нет, они не будут, конечно, третий. Это второй раз они же будут состязаться, да, извините. Трамп-Хиллари переміг в перший раз. Да, конечно, Трамп-Хиллари, да. Вот, но, во-первых, то, что у меня небольшой опыт наблюдения за американскими выборами, тем более издалека, то есть я, естественно, там не работал в штабах практически предвыборных американских, но то, что я видел, дебаты не являлись никогда, вот прямо никогда чем-то решающим. Никогда не являлись дебаты решающим фактором. Я думаю, что те, кто увидел вот это все,
в общем-то, почти все и ожидали плюс-минус. Ну, мы видим по опросу, что вроде не такого прям разгрома ожидали. Но Байден, если посмотреть его последнее выступление, он ничем не отличался от того Байдена, который мы видели сегодня на этих дебатах. Потом будут вторые дебаты, а может, в них окажется по-другому. Может, там Трамп не выдержит, разорется, да, а Байден, наоборот, придет бодрым. Это же мы видим, что его состояние зависит просто от дня недели. Вот сегодня так, а завтра так. Поэтому не это будет, как мне кажется, решающим фактором. В любом случае, сейчас лидерство у Трампа, в любом случае, безотносительно дебатов, есть легкое, очень легкое, почти близкое к нулю. Лидерство у Трампа, тем не менее, оно есть. Вот, поэтому что должны сделать демократы? Да нет, я думаю, что должно что-то случиться, чтобы демократы победили. Знаете, так как, вот представьте, оба кандидата известны. Для них известно все, именно потому что они уже состязались. Все на столе, все карты на столе. Но есть третья сила. То есть завтра, условно говоря, Ким Чен Ын ударит ядерной ракетой по Южной Корее, а Ким Чен Ын у нас как бы друг Трампа. Потому что Трамп говорил, что надо дружить с Ким Чен Ыном. И вот вам это удар по Трампу. Вот это спокойно можно ожидать. Вот такого рода события. То есть будет сейчас зависеть, вот есть легкий перевес у Трампа, но он может растеряться, я имею в виду перевес, а не Трамп, от каких-то событий в третьих странах, не обязательно даже в третьих странах, там в Америке что-нибудь произойдет, кто-нибудь кого-нибудь застрелит, перестреляет или еще что-нибудь. И это может качнуть весы. Вот это вполне, мне кажется, реалістично. Поэтому демократи не то, щоб проіграли прямо зарані і пора здаватися. Ну і тоді вже таке завершальне питання нам в Україні. Чи треба розпочати через ймовірну і дуже навіть ймовірну перемогу Трампа на виборах? Бо часто лунає така думка, що передбачити дії Трампа неможливо. Він вчора, відповідаючи на питання ведучої стосовно умов Путіна, чи треба жертвувати територіями, сказав, що умови неприйнятні. І що він знайде спосіб війну швидко закінчити. Зрозуміло, що частина з цього всього популізму, обіцянки миттєвого завершення війни, зокрема, так, щоб сподобатися виборцям і показати себе сильним політиком і лідером. Але от як нам сприймати те, що Трамп цілком, можливо, дуже ймовірно стане президентом, чи це для нас ризик? Это для нас риск, и это для нас шанс. Прям помните, когда-то говорили, я не знаю, правда это или нет, что, дескать, там слово «кризис» и слово «шанс» по-китайски пишется одинаково. Для нас Байден – это полная предсказуемость. Если выигрывает Байден, то мы знаем, как мы дальше будем жить в отношениях с США, как мы будем жить с военной помощью и так далее, и так далее. Мы знаем, что будем получать вот столько, в общем, не очень много. Кстати, если вы заметили, вот несмотря на 61 миллиард, который выделен, почему-то у нас прошлый пакет был 400 миллионов, сейчас 150 миллионов. То есть куда делись 61 миллиард, тут не очевидно совершенно. Но мы понимаем, как мы будем жить при Байдене. Мы при нем живем на войне 2,5 года и понимаем, что так же будет и дальше, потому что старую обезьяну мы не научим новым трюкам. А как будет при Трампе, мы не знаем. Это может повернуться для нас неприятностями, а может повернуться, наоборот, какими-то неожиданными совершенно достижениями. Потому что даже если послушать вот эту мирный план Трампа, так называемый, который не он озвучивал, а его советники, хотя он из него какие-то элементы уже и сам озвучивал еще там, несколько месяцев назад, то один из пунктов предусматривает вооружить Украину до зубов после достижения мира. А это прямо противоречит, прямо так и написано, да? А это прямо противоречит, что это единственный способ гарантировать безопасность Украины, вооружить ее до зубов. Что прямо противоречит путинским требованиям о разоружении Украины, демилитаризации, не вступлении в НАТО и так далее. Вот, поэтому с этим, как говорят в России, все не так однозначно, с планом даже с планом Трампа. И я бы вообще, вот это его слова о том, что там предложение Путина для него неприемлемо, не учитывал бы. Я вам уверен, абсолютно уверен, что если бы ведущие спросили, слушайте, а в чем состоит план предложения Путина, он бы не смог на это ответить. Мы увидели, на мой взгляд, очень малокомпетентного человека в лице Трампа. Потому что, конечно же, он вообще не интересовался, что там Путин вообще говорит и какая там Херсонская область. Он слов таких не знает. Ну і ще одне питання не стосовно дебатів. Вчора вийшла стаття, також новина на Financial Times, про те, що Україна і США домовляються з Ізраїлем про передачу 8 систем Patriot. І це насправді це дуже багато систем Patriot, тому що якщо порахувати те, що нам зараз передали партнери, то це якраз буде десь близько плюс-мінус 10 систем. А тут зараз якраз тривають такі перемовини, вони не публічні, і офіційно українська сторона каже, не прокоментувала ніяк, тобто не підтвердила, що ці перемовини тривають, але загалом
Кулеба сказав якраз в коментарі Financial Times, що ми продовжуємо працювати з різними країнами світу для отримання додаткових систем Петріотів. Тобто сказав ні, так, але дав зрозуміти, що такі перемовини можуть тривати. От і, власне, дуже цікаво те, що якраз в квітні в Ізраїлі заявляли про те, що будуть виводити оцих 8 систем, тому що вони застарілі і будуть міняти на нові. І от якраз зараз мова знову ж таки йде про 8 систем Петріот. Безумовно, що це дуже сильно посилить наше ППО, тому що це майже так само, як у нас є зараз. Власне, наскільки взагалі можливо, що Ізраїль таки прийде до цього рішення, а спочатку вони мають передати нібито це до Сполучених Штатів, а потім Сполучені Штати вже мають передати це до України. Наскільки це можливо, і наскільки це політичне рішення, і наскільки воно дійсно, скажімо так, реальне в реалізації? У меня есть хорошая новость и плохая. Хорошая новость в том, что это выглядит очень реалистично, действительно. Очень реалистично в контексте последних, знаете, решений, там, которые происходят в Израиле, в контексте изменившегося отношения в Израиле к России на государственном уровне. А отношение изменилось. В том числе, кстати, благодаря Ники Хейли, которая приехала в Израиль, дала интервью изданию «Израиль Айом» и сказала, что это Россия дала разведданные Хамасу для нападения на Израиль. Это просто изменило общественное мнение в том числе. То есть сегодня проведите опрос в Израиле, надо ли отдать вот эти системы Украине, и вам 80 скажут, что надо отдать. То есть все готовы нанести значительный ущерб Российской Федерации. Это большое изменение. Вообще, то, что Хамас буквально там 3 дня назад приезжал опять в Москву, и россияне подписали с ним договор о строительстве инфраструктуры какой-то, да, с Хамасом, какая инфраструктура там, туннели. Поэтому, конечно, отношение к России сейчас другое. Поэтому политически вот Израиль сегодня, я думаю, такое решение готов принять. Это плюс. Вопрос технологический. То есть, когда мы говорим 8 батарей Patriot, то, скорее всего, 8 систем Patriot, то может быть, во-первых, что это не 8 систем в нашем современном представлении, вот так, как мы получили 2 системы Patriot, что это не в 4 раза больше, чем у нас есть. Потому что я что-то не думаю, что в Израиле, я не уверен, не могу прям быть уверенным абсолютно, но для Израиля прям это слишком много, держать 8 таких систем, каких у нас есть 2, потому что Израиль не такой большой. И чтобы его весь защитить даже от такого рода объектов, от которых защищает Патриот, столько не надо, учитывая, что в Израиле еще свои куча систем, там хецы, противоракеты, там весь этот железный купол, лазеры, все что угодно. То есть, возможно, речь идет о 8 батареях, и тогда это, грубо говоря, 2 системы, 8 батарей, ну, например. И еще один нюанс, что Израиль же списывает старые, действительно, системы. А что такое старые системы? Это полученные во время войны в заливе, то есть в 1991 году. А они, я, например, не уверен, что они могут сбивать кинжалы. Может быть, я не знаю. Наверное, они как-то модернизировали, что-то с ним происходило. Но те системы, которые получили мы до этого, это более современные системы, чем то, что, естественно, Израиль получил в 1991. Але і це буде дійсно серйозною посильною допомогою на зміцнення української системи ППО. Ну, зрештою, будемо чекати вже завершення цих перемовин і рішення з боку Ізраїлю, з боку Сполучених Штатів. Пане Михайло, дякую вам за включення і за цю розмову. Михайло Шейтельман був разом із нами. Говорили ми про міжнародну політику і в першу чергу про підсумки, і перші підсумки, перші реакції на дебати між Байденом і Трампом у Сполучених Штатах. Ну, таке враження, що все в одні ворота абсолютно завершилося. Як вплинуть ці дебати на результат виборів американських, побачимо згодом.